Итак, у нас сегодня будет видосик задом наперед заснятый. Изначально мы с вами поехали по городу Пермь, я вам показал, как у нас все выглядит. И микрофон у меня лежал вот прямо здесь, где сейчас я держу свой телефон. Если вы внимательно посмотрите, на каком уровне бьется стрелка в децибелах, я сейчас помолчу. Это шум города. А когда мы ехали в машине, то микрофон записывал и мой голос, и шум города. И в миллионном городе, а также в больших городах. Москва, Питер, Омск, там и Владивосток. Ну, в общем, во всех больших городах уровень шума очень большой, который на наше здоровье откладывается очень-очень нехорошо. Итак, микрофон лежит здесь. Мы с вами едем по городу. Я там чего-то болтаю, что-то рассказываю. Потом я вам показываю, как можно вот так в кратчайшие сроки пользоваться климат-системой. И также расскажу вам, как вот эти все резиночки здесь присутствуют, отсутствуют. И чтобы вам было понятно. Ну а так, по большому счету, как всегда, приятного просмотра. И спасибо, что вы на моем канале. Друзья, всем душевный привет из славного города Пермь. Сегодня у нас с вами вторник, почти середина мая. За бортом солнышко светит, голубое небо и плюс 14 градусов. А я поехал на любимом автомобильчике Honda Vezel проведать свою 88-летнюю маму. Купили клубничку свеженькую, яблочки. Ну, в общем, сейчас приедем, побудем с ней. Благо, что 88 лет, и она за собой, по крайней мере, может поухаживать. То есть сходит в туалет самостоятельно, может себе позволить подогреть еду, и то есть перемещается по квартире, что очень-очень даже радует. Мы с вами проедем по нашему городу Пермь, поболтаем немножко об автомобилях, о моторах. В общем, о чем захотите, о том и поболтаем. Все начинается с покупки автомобиля. То есть сначала мы думаем, что бы нам купить, какую тачечку мы хотели бы. И хотелка у нас всегда очень огромная, а когда мы в кошелечек смотрим и прикидываем, за что нам нужно будет заплатить в этом автомобиле, нам становится как-то немножечко трудновато и не по себе. Потому что цены очень просто ошеломляющие. Куда-то в тартарары летим. Кстати, вот этот автомобиль я покупал в Японии. В Японии он обошелся 1 080 000. Но с доставкой в Россию, всякие сборы, таможня, в общем, все там подряд, обошелся в Владивостоке где-то 1 750 000, наверное. Ну, а потом покатила доставка сюда автовозом, всякие страховки, колеса, защита, постановка на учет, масла, фильтра. И вот таким вот образом там 1 900 000 с чем-то получилась машина. Ну, по крайней мере, она меня радует. Друзья, вот вы спрашиваете, какой расход у автомобиля. Да, расход очень прекрасный. Здесь у нас есть на приборной панели показатели, которые измеряют, сколько километров мы можем пройти на 1 литре топлива. Есть таблицы, в интернете можете найти и пересчитать, сколько будет это в литрах на 100 километров. Ну, если кто так привык считать. Я считаю по кошельку. По сравнению с другими автомобилями, на данном Honda Vezel, полторашка, вариатор, передний привод, я на заправку езжу значительно реже. То есть меня вот это радует, что расход бензина очень маленький по сравнению с другими автомобилями. Но опять же, в зависимости от климатических условий, времени года, сезона года, сколько у вас на дорогах транспортных средств, как Яндекс будет пробки вам показывать, желтый, зеленый, красный маячок по поводу сколько баллов
Также, если вы в холодном регионе живете, сколько у вас топлива пойдет на прогрев. Дальше есть у нас режим в автомобиле как эконом или эко-режим, так правильно сказать. При эко-режиме у нас педали газа становятся более вяло, и климат-контроль работает в неполную силу. Также есть у нас нормальный режим, я езжу в нормальном, и есть так называемый режим S, где мотор работает на повышенных оборотах, машина более мощная, и, конечно, тут расход будет побольше. То есть все будет зависеть от ряда факторов. Ну, я вам скажу так, что вот на этой машине, то, что я ездил по трассе в летний период, пробовал в разных режимах, получается 20-17 километров на 1 литре. Это за городом. При крейсерской скорости примерно 100 километров в час. Ну, чуть больше, чуть меньше. Если вы будете гнать 120, там 140 километров в час и более, то, конечно, расход бензина, расход масла у вас будет увеличенный. В городе, опять же, в зависимости от загруженности, от времени сезона, получается так, что в пересчете на наши, как говорится, литры, километры, в общем, это получается 7,5-12,5 литров бензинчика уходит 95-го. Ну, по-другому-то не получится, потому что дырк-дырк, дернулись, стали. Друзья, я всегда пристегиваюсь ремнем безопасности. Даже в фильме, в стареньком таком робот-полицейский, Робокоп, железяка садилась за руль автомобиля полицейского и пристегивался ремнем безопасности. Хотя вроде бы зачем железяке это надо? Ну, по крайней мере, они показали, что они соблюдают все требования по безопасности дорожного движения. В данном автомобиле есть система Honda Sensing и есть различные кнопочки, которые мне очень нравятся. Вот здесь у нас есть стояночный тормоз электронный, а есть также так называемый Brake Hold. То есть при пристегнутом ремне безопасности, если вы нажимаете вот этот Brake Hold, у вас зеленые огонечки на панели горят. И вот я стою в пробке, не удерживаю педаль тормоза удерживается с помощью электромагнитов. В общем, электронная педаль получается. И машина стоит, а сзади горят стоп-сигналы. Если я сейчас ремень безопасности с места выдерну, то перейдет на парковку. То есть включится стояночный тормоз. Очень удобная функция в плане того, что одной ножкой, как говорится, вы нажали тормоз, остановили машину до полной остановки. Все, вот она остановилась. У меня лампочка загорелась, могу педаль тормоза отпустить и стоять. Но в мануале пишет, что, друзья, товарищи, комрады, будьте добры смотреть за обстановкой и не полностью отдаваться электронике. Что да, это хорошо, что она есть, у всякие системы предупреждения столкновения, удержания там в полосе, удержания на тормозе и так далее. Но вы-то сами не плашайте. И будьте внимательны, не надо испытывать судьбу, потому что все в этой жизни может как-то измениться и произойти в не нашу пользу. Давайте поболтаем по поводу двигателя. Двигатель L15, полторашечка. На новых машинах, это новые двигателя, на сегодняшний день там мощность поменьше сделана. Что-то порядка, по-моему, 118 лошадиных сил. Все это сделано для того, чтобы ресурс двигателя повысить. И, насколько я понимаю, в средствах массовой информации было сказано, что эти моторчики на сегодняшний день даже уходят от непосредственного впрыска, делают распределенный впрыск. То есть для того, чтобы клапана еще вдобавок ко всему получали какие-то лекарственные препараты с помощью топлива. И, конечно же, клапана впускные очищались. Но, с другой стороны, мощность страдает и расход бензина. Ну, двигатель гораздо мягче работает, потому что непосредственный впрыск — это насос высокого давления. На двигателе установлен форсунки высокого давления, и цокот стоит как на дизельном автомобильчике. Ну, конечно, чуть помягче работает. Люди пишут, что вот появились какие-то шумы под капотом, что-то непонятно. Во многих видосах мы с вами разбирали ту или другую ситуацию.
смотрели, что как и получится. Но опять же, возвращаемся мы с вами к покупке автомобиля. Вся проблема в том, что в связи с тем, что у нас не хватает финансов, и многие из нас не могут себе позволить автомобиль новый или с минимальным пробегом, покупают машины более старые, с большим пробегом или, так скажем, с большим пробегом, чем бы хотелось. Непонятно, кто как их обслуживал, где они были, эти машины. И потом пытаются говорить, что вот я вроде сэкономил, купил там подешевле автомобиль. Ну, сами понимаете, что сегодня, если вот мы смотрим YouTube, многие люди, которые таскают автомобили из Китая, там, из Японии, из других стран, особенно из Японии, говорят, вот за 800 рублей, там, за 1 000 000 рублей до Владивостока, 1 300 000. Но в основном-то машины-то, скажем так, больше 10 лет, и у них пробеги там 100 и больше. Отсюда и получается, что да, вы говорите, что... У меня, кстати, тоже такой момент был, когда Mitsubishi у нас ушло в Total. Я думал, не буду никаких денег занимать. Вот есть у меня такая сумма, вот куплю сам себе какую-нибудь чебурашку под задницу и буду ездить. Ну, потом у меня этот, как говорится, бзык прошел моментально, буквально на следующий день. И я решил, что я лучше немножечко найду деньжат, как говорится, ужмусь в чем-то и куплю себе то, что я хочу. И как раз вот мы вот это увезли, купили с пробегом 11 000 километров по Японии. Да, к сожалению, это плохо, что автомобиль где-то долго стоял, что 6 лет и он всего такой пробег сделал. Ну, по крайней мере, так получилось. Хороший ухоженный автомобильчик. Мне все нравится. И опять же возвращаемся мы с вами к автомобилям с большим пробегом, такие более старенькие. Я вам так скажу, что, допустим, вот та же Honda, они с 2016 года на всех своих Хондах в Японии, кстати, на китайских рынках они не ставят, и в ряде других стран, где выпускается Honda, тоже не ставят свою систему безопасности Honda Sensing. Это вот болванка вот здесь висит, и под капотом со стороны бампера, в зависимости от модели автомобиля, вот этот датчик, радар может устанавливаться в разных местах. Ну, короче, спереди стоит. То есть 2 радара. Далее музыка, которая здесь вот установлена. С 2018 года пошли вот эти всякие каразери и тому подобное, магнитолы, так называемые головные устройства, которые позволяют подключить так называемый CarPlay. То есть вы можете по проводу или по проводу подключить свой телефон и, конечно же, все, что у вас в телефоне есть, вывести на монитор своего, как говорится, головного устройства. Узкое место никогда мне здесь не нравилось. Тут еще люки посередине находятся. И вот эти парковки, задницы торчат. Сейчас мы с вами немножко вот сюда прижмемся в правый рядочек. Отсюда вывод: чем моложе машина, тем больше она напичкана всякими примочками, и тем она лучше. Но опять же, все голосуют рублем. Если нет возможности у вас приобрести автомобиль поновее, ну опять же, есть такая другая фишка. Может быть так, к примеру, вот как я в свое время упирался рогом, живя в Владивостоке, я говорил, что вот я хочу Toyota Mark II черностоечный. Вот не жить не быть, никакую ни Короллу, ни Карину там, ничего не хочу. А вот хочу вот именно Mark II черностой, чтобы у него была независимая подвеска, чтобы было у него там 4 клапана цилиндр, 2 распредвала, там тому подобное. Ну, в общем, чтобы куча всяких на нем примочек было. Потом у меня бзык пошел, что я хочу себе купить Toyota Crown, суперчарджер двигатель. Ну, короче, в этих машинах кайф полный был. И они более старшие, с большим пробегом, стоили даже дороже, чем всякие помоложе Короны, Карины, Короллы, ну и в таком духе автомобильчики. Все это было связано просто-напросто, что сама машина изначально была более шикованная, более напичканная, чем, допустим, вот эти машины. Также и тут, если вы, допустим, смотрите по денежкам, и в зависимости от региона, вы можете сказать, да, хотел бы я купить себе какую-то машину покруче, побольше. А вот посмотрел себе какой-то там степ, допустим, N-Wagon нашел,
не степ-вагон, а степ-N-вагон, либо может быть какой-нибудь другой маленький автомобильчик компактный. Если тем более вы живете где-то на югах, так вам, ну, сам Бог сказал, типа, да какая проблема-то? Ну, купи себе вот такую маленькую балалаечку и как бы езди на ней, и будет тебе от этого счастье. Некоторые говорят, что меня на дорогах не будут уважать, все будут там меня чего-то делать. А давайте на парковочку здесь станем с вами, потому что я уже почти доехал до мамы, и мне тут немножко осталось. Да, у меня на машине есть табличка, которая позволяет мне здесь парковаться. В городе Пермь у нас много парковок, и они в центре все платные. Итак, друзья, мы с вами просто должны получать удовольствие от вождения автомобиля. Если вы покупаете автомобильчик более старенький, где-то может быть с подкрасами, где-то может быть что-то вас не совсем устраивает, вы должны понимать, что вам придется вложить какие-то денежки для того, чтобы машину довести до ума, как вам это нравится. И как всегда, друзья мои, всегда пользуйтесь хорошей диагностической аппаратурой в хорошем диагностическом центре. Не свой телефон подключайте, а нормальную балалаечку, которая подключается к разъему, где можно будет снять все показатели по вашему моторчику, посмотреть, ну, ходовую, может быть, и в каком-нибудь попроще сервисе вы можете там проверить с помощью подъемника, монтировок, своих рук, глаз и принять решение, что, как поменять, что, как заменить. Битую машину я бы вам не рекомендовал брать. Или, допустим, там, как некоторые пишут, давайте Эрку возьмем, сэкономим деньги, там, ну, подумаешь, немножко перед был подбит, ну, подумаешь, там еще чего-то. Ну, мы приходим в магазин, в киоск, и там стоит на входе, допустим, помидоры, огурцы, какие-то другие продукты питания, которые вот уже такие помятые, и кто-то их покупает. Ну, вот я, допустим, не покупаю такие продукты питания. Также автомобиль. Если он где-то был ударенный, вы не знаете, как его ремонтировали, как там что меняли. И когда он говорит, да, тут ничего страшного, небольшой подкрас. Откуда вы знаете? Может быть, там дверь вытягивали, может, там стойку вытягивали. А если, допустим, у нас радары стоят, датчики всякие, и вот эти радары, вот как, допустим, в Хонде, если мы там передком повредим, вот в морду уведем телевизор куда-то, и радар у нас собьется. Чтобы его настроить, надо по специальной технологии. На определенном расстоянии от машины выставляется столбик, на столбик наподобие пирамидки в обратную сторону, такой вот пустотелый, короче, вот прибалуда такая выставляется, и потом настраивается это все. То есть не так все просто, типа, немножко ударилось. Ваши радары все могут уже работать по-другому и выдавать ошибку. Теперь я бы хотел остановиться еще о таких вещах, когда вот некоторые люди нам по ушам втирают по поводу различных резиночек на автомобиле. Они говорят, ой, тут смотрите, как все неправильно сделано. Давайте я сейчас перевешу микрофон на грудь, возьму камеру, и мы с вами посмотрим. Друзья, вот некоторые говорят, что Honda начудила, что вот уплотнителей резинок на дверях нету, что тут какая-то голь такая, а на всех машинах резиночка и на дверях, и вот здесь вот на кузове. Ну, давайте внимательно посмотрим. У нас по периметру кузова, двери, так будет правильно сказано, резиночка находится. И вот такая длинная резиночка проходит по всей крыше и заканчивается вот здесь под ручкой. И также резиночка находится у нас по двери. А теперь, если мы внимательно посмотрим на дверь заднюю, то резиночка есть на двери. То есть получается вторая резинка. Сверху есть. И вот здесь по бокам есть. Снизу резиночка есть. И еще у нас... Так, ага. Здесь только одна резинка. Вот вторая резиночка проходит. То есть, как вы хотели. Давайте посмотрим переднюю дверь. Как мы уже с вами говорили, что сверху она могла бы на двери быть, вот здесь вот. Но ее сделали на кузове. Дальше резиночка у нас на двери есть. Резиночка сбоку есть. И резиночка снизу у нас тоже есть. Под капотом. Здесь у нас на фаре
какой-то приливчик стоит. Ну, на капоте, как вы видите, резиночки есть для того, чтобы грязь не попадала под капотное пространство. Теперь я хотел бы перебраться с вами к задней двери и показать здесь вот на задней обшивке салона. Вот это вот пластмасса, вот это пластик. Слышно, как он, да, ходит? И он вызывает неприятный звук. Слышно вам, надеюсь? Как можно сделать? Берете лопаточку пластиковую для выдергивания вот этих всяких клапов. Тут есть отверстие с левой и с правой стороны. Это для замены лампочек, не снимая обшивку. Обшивку начинаете снимать либо слева, либо справа с угла. Начинаете снимать. Может быть, придется вот эту сначала снять, скорее всего, потому что они друг на друга заходят. Снимаете его с угла. Здесь сняли, потом с правого угла также сняли. Вот здесь клапы могут вот так стоять. Будьте внимательны. Все это снимаете и потом смотрите, что-то можно поменять, сделать, как-то антискрип какой-то создать. И у вас вот это не будет стучать. Но с другой стороны, можете наплевать на все и просто-напросто музыку погромче. И все вам в кайф будет. Ну все, друзья, спасибо, что смотрите мой канал, слушайте мою болтовню. Ну а вам прекрасной солнечной погоды и голубого неба над головой. Всем пока и удачи!